Здравствуйте, друзья! Сегодня мы представляем наше детище, нашу палатку Archeos-2. Палатку, которую археологический клуб разработал в сообществе с фирмой Black Deer и вместе с вами, с нашими подписчиками. Еще осенью ко мне обратились представители фирмы Black Deer и предложили разработать правильную палатку, универсальную и подходящую широкому кругу пользователей на нашем рынке. И мы взялись. Это было непростое решение. Мы определились с основной схемой. Шли тяжелые переговоры по этому поводу, было многие вещи трудно объяснить. Но потом мы обратились к вам, к нашим зрителям, и предложили доработать эту палатку в том направлении, в котором это вам нужно. Выслушали все ваши предложения, провели голосование, провели опрос. И многие из этих вещей воплотили в жизнь. Конечно, не все, некоторые предложения были зачастую взаимоисключающие, но тем не менее очень многие. Сейчас мы об этом поговорим и посмотрим, но сначала два слова, что это за палатка. По моей классификации это легкая трекинговая палатка широкого круга применения. Двухслойная, самостоящая, основанная на конструкции из двух дуг и консоли. Я ставлю ее сейчас без тента и показываю основные ее конструкции и особенности. Эта конструкция реально самостоящая. Сейчас она стоит без колышков, вот ее можно переносить. И меня уже упрекнули, что, мол, вы выбрали, ничего нового не сделали. Друзья мои, мы выбрали старую добрую конструкцию. Каждый год мы выбираем палатку года. И если вы заметите, и в прошлом, и в позапрошлом это была примерно одна и та же конструкция. Так вот, конструкция принципиально та же самая, именно потому, что мы ее считаем самой надежной и самой как бы наиболее подходящей самому широкому кругу туристов для разных задач. Важным моментом при выборе этой конструкции было то, что здесь два человека находятся, каждый со своим входом, каждый со своим тамбуром. Здесь наиболее комфортное размещение и двух человек, если один человек в ней спит. Какие еще изменения были привнесены по просьбе наших зрителей? Большое количество ткани на стенах. Это, кстати, было очень трудно нашим восточным коллегам, партнерам объяснить, зачем эта ткань на стенках. Если у вас ночью плюс 27, то, естественно, ткань на стенках заменяется сеткой. Второе. Это полностью закрытый тканью вход. То есть здесь сетка полностью дублирована тканью. Это тоже был сложный вопрос. Еще один важный момент. Сделан вариант с юбкой. По множествам просьб наших зрителей мы согласились и выбили этот вариант, потому что тоже было сложно объяснить. Мало того, в варианте с юбкой, он, к сожалению, еще едет к нам почтой, и я сделаю по нему отдельное видео, покажу все в процессе, но в варианте с юбкой не только юбка добавлена, но значительно больше ткани, маленькие окошки сделаны внутри, на внутренней палатке, что действительно делает ее настоящей четырехсезонной. А то, знаете, сейчас есть четырехсезонные палатки, которые с сеткой внутри и с юбкой. Нет, это получается настоящая четырехсезонная палатка. Следующий момент. Высокие бортики. Здесь почти 15 сантиметров бортики. Это тоже была просьба наших зрителей. Также для удобства размещения вещей сделаны два кармана. Причем в эти карманы при полностью открытых дверцах заправляются дверцы, чтобы не болтались. И кроме этого сделана полочка наверху. Это вот был особый вопрос. Очень многие настаивали на том, чтобы полочка подстегивалась. Такая полочка есть. Ну и буквально в последний момент я выложил опытные образцы, и один из подписчиков заметил, что нужно сделать дополнительные оттяжки со стороны головы и со стороны ног на ткани, чтобы она не прилегала во время дождя, если намокнет и провиснет. И такие изменения в последний момент были сделаны. Ставим тент и переходим к характеристикам. Кстати, замечу, что светло-серая палатка с красным
стоит сейчас на 12 точках крепления. Это важный момент для сложных погодных условий. А палатка цвета темная олива или армейский зеленый поставлена всего на 2 точки крепления. И она вполне натянута. Не скажу, чтобы идеально, но вполне. Сейчас к этому вернемся. Итак, характеристики. Самое важное – размеры. Ширина 130, и это для походной палатки вполне нормальная история. Кемпинговые могут быть пошире, а палатка, настроенная на то, что вы ее несете, 130 – нормальный. Но самое интересное – это длина. По внешнему обводу у нее 215 сантиметров. И это большая победа, честно признаюсь. Потому что большинство китайских палаток с Алиэкспресса, они либо 210, либо меньше. Хивольф, которая была выбором палатки года в прошлый раз, увы, всего 200 сантиметров по внешнему обводу. А в реальности по внутреннему обводу получается еще меньше. В Хивольф у нас с трудом ложился человек 190 сантиметров ростом. Здесь 212-213 по внутренним размерам. И в ширину 125-127. И это получается прорыв. Потому что недавно мы делали целый ролик, посвященный выбору палаток для высоких. И получалось, что для высоких либо какие-то совершенно странные конструкции, либо очень дорогие. Традиционные палатки высоким людям было не подобрать. Или недорогие палатки с Алиэкспресса. В этом случае вполне все хорошо. У нас планируется тестовый поход, мы туда нашего Андрея ростом 192 обязательно положим. Почему важно вот 215-213, это вот очень хорошо, потому что, кажется, большинство людей меньше 2 метров. Если вы накидываете теплый спальник, это особенно важно для зимней палатки, то он тоже отъедает какое-то место и касается в голове и в ногах ткани, может быть внутренней, а может быть внутренней и внешней. И конденсат может попадать, а она как раз зимой, конденсат на спальнике, если это пуховой, такое. Поэтому я считаю в действительности большой заслугой то, что удалось 215. Я надеялся на 210, и это, в общем, очень хорошо. Высота 100 сантиметров по внешнему обводу. И вы знаете, друзья, мне нравится, что она невысокая, потому что это и в плане снеговой, и в плане ветровой нагрузки делает ее более устойчивой. Есть модели повыше, но и они больше парусят. Поэтому мне нравится, что она не очень высокая. Тем не менее, там спокойно можно вдвоем сидеть, пить чай, чувствовать себя достаточно комфортно. Вес – очень важный показатель. Палатки в полном комплекте весят 2400, 2430. 2,4. Это офигенная тема. Сейчас попробую объяснить. Вообще 2,4 для такой палатки – это очень низкий вес. Палатка Чибис за 3 килограмма. Она очень похожа на эту от снаряжения. Все остальные палатки, конкуренты, они все весят чуть-чуть больше. Здесь еще интересный момент. Поскольку это удачная конструкция, то здесь можно использовать не все, что дается в комплекте. А в комплекте идет полочка, 12 колышков, оттяжки штормовые. Все это можно отложить. Маленькое отступление. Когда я обладал палаткой такого класса, вот как раз Чибисом, и ездил в несложные походы и экспедиции, я не брал ни оттяжек, ни колышков. Правда, потому что я их тогда потерял. Но долгий период, когда спокойно, когда не было ожидания того, что будет шторм, когда мы жили в лесу, когда не было опасности сильных ветров, я этот комплект просто не брал. Нарезал колышки на месте, втыкал на 2. Если сильно дождливая погода, добавлял еще 2 в голове, в ногах. И этого было достаточно. Еще раз повторюсь, в легких условиях, в прогнозируемо легких условиях, вы можете облегчить ее на 350 грамм. И получается, что она чуть больше 2 килограммов. А 2 килограмма – это вес многих ультралегких палаток. Например, Naturhike Monger, который в полном комплекте, правда, весит 2 килограмма. И, извините, стоит в 2 раза дороже. И, кроме того, в нем будет значительно менее комфортно, потому что он весь внутри сеткой, и в нем нет полочки. То есть получается, что это легкая трекинговая палатка. Но если вы идете в сложные условия, пожалуйста, ставите на 12 точек крепления, разворачивайте штормовую систему, прикрепляете оттяжки, и никуда ее не унесет. Меня спрашивают, почему мы выбрали ткань с полиуретановым покрытием. Во-первых, нам нужно было вписаться в бюджет, потому что палатка должна быть еще относительно недорогой, доступной. И силиконовая ткань значительно более дорогая, значительно более сложная в хранении.
Что касается миллиметров, потому что там показатели 2000 на тент, 3000 на дно. Мне в последнее время кажется, что это вообще данные с головы. По-моему, этого никто не проверяет, потому что мы конкретно эту палатку мы еще не проверяли, но мы проверяли подобные ткани, и они держат воду при давлении до 20, а в пике до 40 пси. Мы специальную конструкцию создали, у нас проект лаборатория, там все это проверялось. Так вот, вы знаете, у нас конструкция сломалась, а вода не проходила. То есть ткань скорее порвется, чем пропустит воду. И усиленное дно обеспечивает эту палатку достаточным уровнем защиты без футпринта. Футпринт ей категорически не нужен. Это тоже важный момент. Вы знаете, друзья, мы не будем доверять всем этим циферкам, миллиметрам водного столба. Мы все проверим сами. У нас будет специальный тест и ролик в проекте «Лаборатория» на Бусти сначала выйдет. Я сделаю все возможные тесты, а через неделю он выйдет для всех остальных подписчиков канала. То есть мы проверим ее водостойкость в разных условиях. Кроме того, у нас будет тестовый поход, и по итогам тестового похода мы также сделаем отдельный ролик и отчитаемся вам о наших впечатлениях. Там же, я надеюсь, мы покажем вам палатку с юбкой. И все-таки самое главное достижение – это то, что в этой модели металлические дуги, алюминиевый сплав 7001Т 7,9 мм, и тканевое дно, а не из терпаулинга. То есть это полноценная палатка, которую можно использовать в разных условиях, потому что терпаулинг и фибергласовые дуги накладывают определенные ограничения на использование палатки. Теперь о цветах. Это отдельная история. Именно в разговоре с вами, в диалоге с вами удалось выяснить, что вы недовольны многими цветами, которые есть на рынке, или сочетаниями цветов. И это сложно объяснить продавцам, это сложно объяснить опытным туристам, пробитым на определенные задачи. Потому что я и сам считаю, что в принципе теоретически палатка должна человека демаскировать. То есть она должна быть яркой, ее должно быть хорошо видно, но, возможно, не во всех наших условиях. И у многих людей есть потребность, чтобы их палатка была не видна. Поэтому мы выпустили вариант с оливой, с Army Green. И в этом варианте олива и Army Green в том числе и внутренняя палатка. А вариант серый с красным, он чем хорош? Если вам надо прятаться зимой в снегу или в зоне снегов, палатку будет не видно. Но если вам нужно, чтобы вас было видно, тогда вы снимаете тент, и внутренняя палатка темно-красная, и она будет очень хорошо видна. Кроме того, это сочетание, оно приятное на глаз. Это не яркий темно-красный, это матовый темно-красный. Он приятный, и он не вызывает отторжения. Таким образом, в определенных ситуациях обе палатки не бросаются в глаза, а в ситуации, когда нужно подать знак, а это как раз ситуация гор, снегов, пожалуйста, можно просто скинув тент, быстро скинув тент. Кстати, угловая фурнитура сделана на основе плотных строп, люверсов и фастексов. Вентиляция. Вентиляция обеспечивается за счет окошечек верхних, они с сеткой, с распорками. Распорки достаточно плотные, и вентиляция обеспечивается заходом снизу воздуха. И здесь тоже важный момент, потому что меня спрашивают, почему вы не сделали вплотную, совсем вплотную ткань к земле? Нет, мы не будем этого делать, потому что палатке нужна вентиляция. И это нужно, чтобы обеспечить отсутствие или борьбу с конденсатом. Но мы отказались от вариантов с вырезами, которые в действительности делают на Юго-Восточной Азии, потому что у них жарко, и чтобы вентиляции было больше. Нет, у нас ровная ткань. А если вы хотите действительно закупориваться, вот у нас есть вариант с юбкой. Качество. Дело в том, что мы как раз согласились на сотрудничество с фирмой Black Deer, потому что знали, что качество у них отличное. Оно совершенно не характерное для изначальных китайских фирм, которые делают очень-очень некачественные палатки. Здесь у них есть требования, у них есть стандарты, и поэтому никаких проблем с качеством нет, нигде ничего не торчит, нигде ничего, швы не кривые, все швы проклеены. Все сделано по уму, все качественно, никаких вопросов нет. Есть ли в этой палатке недостатки? Есть, несмотря на то, что мы много сил прикладывали к тому, чтобы исправить недостатки и проблемы. Есть. И этот главный, на мой взгляд, недостаток – колышки. Они здоровые, дубовые и нелегкие. И поэтому, как я уже говорил, можно использовать минимум колышков в определенных условиях. А можно заменить
Вот я предполагаю, что можно заменить себе при использовании что-то вроде вот такого колышка, который весит всего 10 грамм, что ли, и парочку таких колышков или 4, и будет достаточно для основной установки в простых условиях, когда мы не ждем ужасов и ураганов. Я нашел на Алиэкспрессе самый дешевый вариант, как мне кажется, такого колышка, когда по одному его продают. И, в принципе, ссылочку приложу, можете тоже проапгрейдить, если вам это тоже будет интересно. Для кого предназначена эта палатка? На мой взгляд, она подойдет широкому кругу туристов. И новичкам. Она просто ставится. Вы видели, я один смог поставить двухместную палатку достаточно быстро. Она легкая, она недорогая. И даже если вы совершаете какие-то ошибки в установке, она вам это простит, вы будете чувствовать себя все равно нормально. Футпринт ей не нужен, а установка с футпринтом это всегда по-другому, это всегда сложнее для новичка. Почему эта палатка подойдет опытным туристам? Потому что удачная конструкция, потому что металлические дуги и тканевое дно, потому что возможность найти вариант с юбкой, если вам нужно для очень сложных условий. Да и вообще эта конструкция трекинговой палатки вполне нормальная, никаких проблем с ней нет. Хорошая ветроустойчивость, хорошая снегоустойчивость. То есть в сложных условиях она будет вам служить хорошо. Как там это называлось? Акцион невиданной щедрости. Во-первых, каждый, кто покупает эту палатку, получает скидку. Если он посмотрел это видео, перешел по нашей ссылке и ввел наш промокод при покупке. Работает, я проверял. И промокод у нас другой. Археостудио. Большими буквами, латиницей вводите при покупке промокод, и вы должны получить скидку, по которой цена палатки составит чуть меньше $100. Ну, по крайней мере, так обещает мне наш китайский партнер. Кроме того, если вы укажете в попутном сообщении, что вы от археоклуба, то вы еще получаете подарочек. Я говорю, да, в принципе, уже хватит, и скидка есть. Вот он говорит, нет, хочу подарок подарить. Нет, я серьезно, это был разговор вот накануне. Он говорит, я еще кину микрофибровое полотенце. Блин, ну вот, я говорю, ну ок, вот микрофибровое полотенце, вот такое вот, в подарок всем покупателям. По-моему, неплохо, хотя, на мой взгляд, не так важно при покупке палатки, но окей. А теперь розыгрыш. Мы разыгрываем вариант без юбки, серую палатку с красной оторочкой. Вот та, которая у меня стоит по правую руку, мы ее разыгрываем с вами. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, он пойдет целую неделю. Вы должны сделать две простых вещи. Быть нашим подписчиком и сделать перепост нашего ролика в любые соцсети. Причем это может быть не от вашего имени, если у вас нет соцсетей. Там ребенок, жена, родственники вы выложили ссылку на этот перепост и написали, что участвуете в розыгрыше под этим роликом. Все, мы разыгрываем с вами эту палатку. Без перепоста мы не примем заявку на розыгрыш. Я вообще здесь поясню. Я никого не заставляю ничего покупать. Но если этот проект уникальный в сообществе с туристами, с подписчиками канала пойдет дальше, будет успешным, то можно будет просить и другие расцветки, и другие модели, и трехместную, одноместную палатку. То есть, дальше двигаться в этом направлении, если проект будет успешным. Поэтому даже если вы не участвуете в конкурсе, сделайте перепост. Особенно важно появление перепостов тематических сообществ. Это вопрос не денег, это вопрос возможности создания туристического снаряжения по пожеланию широкого круга туристов. Я знаю, что во многих фирмах есть там люди, которые ходят, часто фирмы, которые делают снаряжение, там есть люди, которые сами туристы, и они, опираясь на своем опыте, делают. Но мы-то с вами здесь делаем на широком опыте, для широкого круга. Поэтому призываю вас делать перепосты. И мы разыгрываем палатку. В течение недели мы собираем эти заявки и разыгрываем. На что это еще повлияет? Я буду отвечать на вопросы по палатке, но я вынужден буду удалить эти вопросы перед розыгрышем, потому что программа считывает и выбирает нужный пост. Поэтому я делаю текстовую версию нашего обзора, выкладываю в описании ссылку ВКонтакте, вы проходите, и ваши вопросы важные, если что-то я не осветил, будут дополнять этот текстовый обзор. И там можно будет посмотреть все, и там также можно будет еще дополнительно обсуждать, чтобы это не потерялось. Ну вот, мне кажется, я сказал все. Как я говорил, еще будет текстовая версия. Всем хороших походов и до встречи в поле.